Привет! Если ты прямо сейчас задумаешься и постараешься вспомнить начало отношений со своей девушкой, то неожиданно для себя ты увидишь одну очень интересную и занимательную деталь. Когда происходило какое-то недопонимание между вами, ты не боялся высказывать это, часто на повышенных тонах, импульсивно, на эмоциях. Ты обозначал то, что тебе не нравится, а где-то даже и запрещал. И что самое интересное, женщина тебя слышала. Она боялась тебя расстроить. Она всегда сглаживала ситуацию очень быстро. Уже через 1-2 минуты она подходила к тебе, обнимала, извинялась и соглашалась с тобой. Сейчас же, спустя длительное время, девушка особо-то и не спешит подходить, не горит желанием обнимать, целовать, успокаивать. Ты уже не слышишь от нее таких фраз, как «я все поняла», «как скажешь», «не переживай». Что же произошло на самом деле? Почему так? Дело в том, что женщина заимела некую резистентность на твои вот эти яркие реакции и на твои гневные вспышки. Если проще говорить, стала невосприимчива к ним. Так как эти события, где ты позволял себе проявлять эти свои доминантные истерики, назовем их так, зачастую неоправданные, да, например, ты к кому-то приревновал ее или что-то необоснованно запретил, да, все это продолжается на протяжении длительного времени, с поводом и без, постоянно. Но что здесь самое важное? Важно то, что это твое действие эмоциональное. Оно ведь ничем не подкрепляется дальше. Последствий никаких для женщины дальше нет, если она вдруг тебя ослушается, если она вдруг не подойдет, если она не попытается сгладить или наладить отношения. Последствий никаких нет. Следовательно, она уже не видит острой необходимости такой прислушиваться, соглашаться, сглаживать, мириться, подходить. Ну, например, как это обычно происходит? Ты видишь, что твоя девушка переписывается с каким-то другом, да? Или тебе так показалось. Либо она хочет пойти в клуб с подругами. А может быть, она хочет поехать отдохнуть без тебя куда-то за границу, в Турцию с подругами. Ну, логично, что тебе это не нравится. То есть происходит столкновение интересов. Как обычно поступает мужчина в данной ситуации? В силу своей неопытности, либо же наоборот, он смотрит мой канал уже и понимает, да? То есть он думает, что значит, мне это не нравится. Терпеть то, что мне не нравится, нельзя, иначе я провалю баланс и попаду в слабую позицию. И в принципе мыслит верно. И дальше он думает, если я сейчас промолчу, то значит я дам некое согласие своей девушке на это ее действие, которое мне не нравится. Но что он делает? Он уходит в крайности, начинает это делать слишком резко, неуместно и выдавать все это на постоянной основе. Раз стукнул кулаком по столу и сказал: ты не пойдешь в клуб. Для меня это неприемлемо. На повышенных тонах все это сказал. 2. Дал яркую реакцию: я тебе запрещаю переписываться с тем парнем. Не делай этого. 3. Не понравилось, как тебе девушка ответила, и ты на повышенном тоне отчитал ее. 4. Поставил ультиматум: если ты пойдешь на корпоратив, мы расстаемся. Да, поначалу она прислушивалась, но в какой-то момент она просто проигнорировала и сделала по-своему. И вдруг для нее стало очевидно, что ты до сих пор с ней, а никаких последствий-то не произошло. Что видит женщина после серии подобных выходок, подобных ситуаций? Она видит несоответствие твоего поведения, твоих слов и действий. Они не взаимосвязаны. Ее подсознание как бы ей говорит: раз он выдает постоянно
такую сильную эмоциональную реакцию и яркий гнев, даже по каким-то незначительным косякам, значит, его это очень сильно цепляет. Значит, ему страшно. Он испытывает стрессовое состояние. Он боится меня потерять. Боится ли потерять лидер, находясь в сильной позиции? Нет, он ничего не боится. Он просто не захочет тратить свое время, внимание на то, чтобы выдавать такую яркую реакцию. Ему будет лень это делать. Для него эмоциональное равновесие, да, гармония для него гораздо важнее, ценнее. Мужчина же, который эмоционирует постоянно, на действие на самом-то деле не готов, не способен. Он просто имитировал, играл какую-то роль. И здесь уже женщина, очевидно, понимает, к ней приходит это понимание, что ее все это время бессовестно надували, обманывали. И это слабый мужчина, который на протяжении всего этого времени играл вот эту роль такого псевдодоминатора. У нее накапливается злость на себя, появляется жалость к тебе. Ни о каких чувствах здесь уже и речи не идет. И вот тот самый момент, когда первый раз она не пошла мириться. Первый раз, когда она не стала сглаживать ситуацию. В этот момент именно лидером стала она. Произошла так называемая инверсия доминирования. Мужчина часто в таких случаях совершают роковую ошибку. То есть они понимают, что раз она раньше постоянно мирилась, а здесь не пошла, значит, действительно какой-то серьезный мой косяк. Я был действительно неправ. Надо пойти и извиниться. Да? И вот первый раз он идет к ней сам. Все, это конец. Итак, как же нам действовать? Что делать? Как поступить правильно, чтобы вернуть это трепетное и уважительное отношение женщины к нам? Нам нужно вернуть сильную позицию, ведь мы ее утратили, потому что не соответствовали этому образу. Если ситуация совсем запущена, здесь, конечно же, необходимы радикальные действия, необходима полная перезагрузка, полная реанимация отношений через такие тактики, как игнор или дистанцирование. Но здесь уже каждый случай индивидуальный, и универсального плана не существует. Здесь уже на консультации я конкретно разбираю каждую историю, и мы вырабатываем определенную стратегию и план. То есть глобально, что нам необходимо сделать? Нам необходимо вернуть это соответствие через готовность к действию, через способность отвечать за свои слова, через способность и умение обозначить женщине некоторое даже наказание за ее проступки и непозволительное поведение. Не в виде каких-то претензий, скандалов, проявления яркого гнева или злости в ее сторону. Зачем? Нам это не нужно. Мы готовы отвечать за свои слова. И если ты ставишь, например, ультиматум девушке, ты действительно должен быть готов расстаться с ней, если она вдруг накосячит. Если ты сказал, что для тебя это неприемлемо, а она продолжает, у тебя должна быть готовность выйти из отношений самому, а не находиться потом рядом, да, и закрывать на это глаза. Если ты что-то запретил, а она не послушала, как минимум обязательно должно быть какая-то соразмерность наказания. Не в виде грубого слова в ее адрес, да, а в виде, например, дистанцирования. Да, то есть мы показываем действием. И вот это вот внутреннее состояние и сила позволяет нам выдавать нужную реакцию и правильные слова в ситуациях, когда это необходимо. Ну, например, твоя женщина хочет
Вы договаривались поехать куда-то отдохнуть, но ты не можешь этим летом, потому что аврал на работе, в общем, отпуск не дали и так далее. И ты говоришь, что не получится поехать этим летом, к сожалению. Но в какой-то из дней она говорит, что мы тут подсоветовались с подружкой и решили, что раз ты не можешь, мы поедем вместе. Можно? Какая правильная реакция будет здесь мужчины, который обладает этой внутренней силой? Я не думаю, что это хорошая идея. Все. Мы обозначили свою позицию. Мы не запретили как-то напрямую. Мы не дали какую-то яркую эмоциональную реакцию, что мы недовольны ее словами и так далее. Мы просто спокойно обозначили. Здесь мы можем дождаться ее вопроса, который, скорее всего, будет «а почему?». Можем сразу пояснить. Например, слушай, у меня такой принцип всегда в отношениях с любимой девушкой отдыхать вместе. Все, то есть мы обозначили свою позицию, мы ее пояснили. Все, дальше мы не ввязываемся в какой-то диалог, в какую-то дискуссию. Да, мы просто смотрим на ее реакцию. Девушка, которая дорожит отношениями, да, она сделает, она прислушается, она поймет. Если нет, то она поступит по-своему. Либо пытается нас убедить, обвинить, да ты какой-то не такой, да ты ревнивец, да надо друг другу доверять, я все равно поеду, или я все равно пойду в клуб, или я все равно буду переписываться, мы с этим другом с детства дружим. Да? Что в этом случае нам делать? Что нам можно ответить? Мы отвечаем: ладно, окей, я тебя услышал, хорошо. Мы также делаем это спокойно. Да? У многих может возникнуть вопрос, в смысле хорошо. Получается, она воспримет это как согласие. Получается, ты прогнулся? Нет, я это делаю спокойно. И на самом-то деле она понимает, что это не согласие. Женщина гораздо больше понимает по интонации, так скажем, между строк. Она уже понимает, что здесь я готов действовать. Я не распыляюсь, я не стреляю холостыми, да, потом бегу извиняться. Нет, я спокоен. Почему я спокоен? Потому что во мне есть эта сила и эта готовность действовать. Кстати, очень часто интересный вопрос. А что если все это произошло как-то быстро, неожиданно, я не успел сориентироваться, не успел осознать, нравится мне это или нет, растерялся и не дал верную реакцию? Здесь я советую одно универсальное правило. Если ты не знаешь, как ты сейчас к этому относишься, не знаешь, что сказать или сделать, не делай ничего в этот момент. Как будто ничего не произошло. Но зафиксируй это для себя. Проанализируй потом, как ты к этому на самом деле относишься. И когда в следующий раз это произойдет, например, она куда-то соберется, и тебе это, ты понимаешь, что тебе все-таки это не нравится, у тебя уже будет эта готовность и способность выдать нужную реакцию. То есть ты это проанализировал, и ты к этому сам пришел. Обретя это внутреннее состояние силы, мы уже не испытываем стресса, мы не испытываем злости на женщину. Да, зачем? Женщина – это прекрасное создание. Но только понимая ее суть и умея управлять ее эмоциями, чувствами в нужную для нас сторону, мы обретаем силу.